Что обычному человеку геморрой, блогеру контент. Иду гуляю, чувствую, воняет. Я сам весь в пене, как черт. Смотри, смотри, в камень превратилась, прикинь. Не снимай, не выкладывай. 25 ноября, девчонки, мальчики. Я поехал на базу загружаться для репетиции. И только что проблемкал мне, что пришла последняя посылка на СДЭК. Поедем по пути, заберем. И останется получить еще в энергии рейку. Собственно, все. Посылки на этом закончены. Где-то стартер валяется. У этого СДЭКа одна проблема. Встать негде, блин. Машина холодная еще. Переключается как неадекватно, пока холодная. Еще когда сзади кто-нибудь подгоняет вообще. Ну что, успешный успех. Товар получен. На базе вскроем. Вчера вечером вышел с собакой погулять. Под дом, там, где со стороны балконов. Иду гуляю. Чувствую, воняет куревом. Прям, знаешь, вот вонь такая. Аж ну невыносимая. Прям вот не продохнуть. Оказывается, блин, в шагах в 15 аж от меня, в 20 где-то, на балконе чувак стоял, курил. Представляешь? Просто не могу даже терпеть вот этот запах вонючий. Просто такая вонь, у меня аж на зубах она осела сразу. Фу. Целенькая. Вот сюда вот тросик заводится. Вот сюда так чпок. И сюда. Чуток потеплеет на улице, поменяем. Так, малый барабан уволок, сидушку уволок. Хэт не возьму сегодня, но его в баню. Не хочу. Вот ты говоришь, тащи всю установку на репетицию. Типа звучит как-то не очень. Да... Я вот сейчас малый с железом утащил. У меня уже геморрой вылез, блин. А ты хочешь, чтобы я в одно жало это все туда-сюда таскала? На год вперед запасся. Вот так вот сумку напихал. Там барабан, малый барабан, железо, стул. И это уже, как бы меня уже бесит вот это вот, понимаешь? Что мне надо таскать постоянно туда-сюда. Антифризом завоняло, как всегда, из печки. Это, скорее всего, может быть, радиатор подтекает, и поэтому через печку так задувает. Потому что снаружи все сухо. Ну, как потечет совсем, так будем менять, короче. А пока. И летом разберу вот эту хрень. Разберу там есть, в общем, что разобрать, чтобы посмотреть, в каком состоянии. Да даже, допустим, меняя фильтр, можно туда залезть головой прям, я не знаю. У меня как-то получалось. Даже, может быть, камерой с фонариком там все отснять. Там, где стоит фильтр, там видна одна сторона радиатора. И видно прям, она сухая или мокрая, например, или подтекает. То, что подванивает антифризом, это стопудово. Ну, скорее всего, да, это радиатор. С этим я ничего пока сделать не могу. Но это геморрой тот еще радиатор менять. Это просто жесть. Я уже один раз менял на Кубе радиатор. Опыт имеется такой. Просто на весь день работы. Считай, все надо, вот это все надо вынести из машины. Представляешь? Все, время 20 минут второго. Отъезжаем в сторону дома. И получается, до 6 будем сидеть дома. Я сейчас с утра смонтировал бложик. Точнее, я вчера его начал монтировать. Кстати, это такая удобная вещь, когда ты вечером сколько смог смонтировал, с утра включаешь и думаешь, блин, а как ты мог вот это все оставить? И начинаешь кромсать просто.
И у тебя хронометраж так тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Думаю, ну вот сколько воды выпилил, как бы вообще, ну просто реальной воды, когда ничего не произносится. Идется от одного угла к другому, например. Все это повыпиливал. И я тебе зуб даю, если, допустим, завтра я открою проект, я скажу, блядь, а как я мог вот это оставить? И это просто бесконечная, как бы, такая штука. Ну, как бы, вот. Ну что, настало время ехать на репетицию. Но сначала традиционненько заскочим через дорогу в гараж. Заберем кое-кого оттуда. Ну что, начинаем сборку. Что-то Виталий тут уборку наводил, похоже. Короче, сегодня без Тома. Не хочу. Виталий, короче, таскал эту байду куда-то на выступление. Я не знаю, куда еще. И, может быть, помнишь, здесь была такая стальная штучка. Специальная. Короче, ее больше нет. Такая сегодня у меня установка будет, короче. Вообще хз, где кто. Я вот на репе. Я, как сказал, я никому не писал. Я сидел возле ворот в кубе, смотрел YouTube. И тут хлоп, ворота открылись. Лайк, подпишись в группу, благодарочка, колокольчик. Безнадежно затерянный.
Не снимай, не выкладывай. И всю репетицию репетировали 2 песни. 2. Ну, под конец сыграли какую-то новую песню. Я не понял, какую. Может быть, это была старая песня, не знаю. В общем, я задаюсь вопросами, как мы отыграли концерт. Потому как мы эти песни, которые мы играли на концерте, мы начали делать на этой репе. Внезапно. Просто хотели прогнать какой-то список, не знаю, и заковырялись в этих 2 песнях. Так вот бывает, судя по всему. Ладно. И это единственная репа на этой неделе. Прикинь. Больше репетиций не предвидится на этой неделе. Это печально на самом деле. Никакого праздника. Занимаюсь рукоблудием, блин. У мамки вот такая проблема, короче. Она говорит, оплети мне ручку. Я плел. Осталось еще чуть-чуть. Будем завязывать, поджигать узелочки. 26 ноября, девчонки и мальчишки. В общем, ремешкам не хватило паракорда, в смысле, только на 1 лямку. Заказали, еще ждем. Сейчас я попробую на мойку заехать. Машина у меня похожа на танк, который только что вылез из грязи. Конечно, на мойку расход просто дикий в этот раз. Имеется в виду с этими колесами. Будет перерасход на мойку, блин, однако. Запенил. Подождем сейчас, пускай оттает немножко. Красопет. Я сам весь в пене, как черт. Фух. Смотри, как грязь потекла. Работает эта штука. А тут же, что за пузырики прикольные. Но если что, сейчас +3 на улице. Я даже протирать не буду, потому что я уже замерз как цуцик. Весь мокрый от брызг. Уже пофиг, что завтра там дождь или снег. Не могу я на этом танке ездить. Ну просто комок грязи. Едем на базу разгружать барахло. Заднее стекло чуть не отмылось. Не снимай, не выкладывай. Фух. Колян, это я обращаюсь сейчас к владельцу канала. Колек, от всей своей сашкинской души поздравляю тебя с 1000, с первой 1000. У тебя будет несчетное количество, скорее всего. Потому что у тебя настолько, контент. Ты выбрал правильную нишу, собственно. И пилишь правильные бложки, направленные на какие-то темы. Вот. Так что твой контент не обречен, как мой. А мой чисто нишевый такой контент. В принципе, я как бы не жалуюсь. Я как бы каждый сам, как говорится, кузнец своего счастья. Я выбрал вот такую нишу. Мне нравится пилить бложики лайфстайл. То есть бложик со своей жизни. Вот чем я занят, то и снимаю. Но а такие бложики, которые пилишь ты, они обречены на успех. Заходил Альберт. Это вот в конце здания еще есть помещение, там реп-база. Альберт попросил педаль. Вот отдал ему эту тамку поюзать. На 1 репу буквально. Вот. Че не дать-то? Человек хороший. Тихий, мирный, свой, как говорится. Я так классно убрался, прям кайфую. С чистоты с этой. Смотри, ничего нету вообще. Чистота. Так, эту хрень надо просто вон туда закатить. Наверное. Залезет. Тю. Супер. Разобрал стойку тамовскую. Задолбало болтаться. В общем, я не особо понимаю, что я дальше буду делать. Может быть, посадить на клей или еще что-нибудь. Но я хочу выбить и посмотреть, что будет, короче.
Почти готово. Зубцы имеются. И вот на всем этом оно вот так вот телепается. Оно, в принципе, на скорость не влияет. Просто хочется посмотреть, как оно тут сделано. И зачем. Ну что, попробуем сделать. Густая, капец. Там есть чуть-чуть, но она не собирается течь, прикинь. Надо ее погреть. Это я. Здорово. Что, все, что ли? Спасибо вообще. Пожалуйста. А вот такая туда сколько стоит? Такая? Да что-то там около 4000. Именно такая. Да, вот такого типа. Ну вот это же настоящая Итама, да? Это да, это настоящая. Вот я, видишь, в них особо не разбираюсь, но я сейчас А дофига подделок. китайские карданы, вот видишь, у этого платформа вместе с пяточкой. И здесь не написано, что это Made in USA. А на Китае написано прям USA, и вот так вот пятка вот здесь вот так выходит. Вот эта вот платформа. Вот. А кардан, скорее всего, будет дороже намного. Вот. Но если вот прям вот такую найти, я не знаю, что это за модель, уже не помню. Что-то HP 600, что ли. Ну офигенная педаль. Да, рабочая лошадка. Ей уже... Вот, да, она такая, видно, что вот как, я не знаю, как этот. Ну, ей уже 100 лет, и она, вон, смотри, у нее ни люфтов, ни хрена. Да, я и вижу, Ничего. что она вот. Но ей уже то, больше что- 15 лет. Я уже не помню, когда я ее покупал-то. Вот. У меня вот своей нету, и вот, короче, А, вот мучаюсь. А вот покупать говно не хочется, а видишь, а я в них не разбираюсь. ну да. Поэтому, если что-нибудь интересное подвернется, Могу поискать что-нибудь, тебе ссылки покидать, например. Все, давай. Давай, счастливо. Спасибо еще раз. Давай, пока. Чик. Там дырки нету, потому что если много запихать, скорее всего... Смотри, уже все, уже застывает, смотри. Надо быстрее запихивать, короче. Как есть. Ни хрена себе. Ты видал, что творится? Смотри, смотри. В камень превратилась, прикинь. И дымит. Слушай. Охренеть. Это я, получается, не успел ничего сделать вообще. Фу. Ну все. Я, короче, кое-как успел забить. Без шплинта. Фу, воняет жесть. Фу. Это я, получается, с утвердителем переборщил. Затвердела, прикинь, прям. Вот эта реакция. Прикинь. Все. Короче, шплинтик сохраню. Если вылетит, еще раз сделаю с этим, со шплинтом уже. Ну, тут насмерть, короче, она схватилась вообще. Жесть. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Сейчас, короче, читаю комментарии, выложил репетицию. Текст так себе, музыка норм, туда-сё. Я просто с вас угораю, люди, которые вот эту херню пишут, всякую. Вам что, делать нечего? Как бы творчество человека, который сам написал текст и музыку. И сама плюс ко всему еще и поет.
Вы такое себе вообще можете позволить? Написать текст, музыку и петь самому? Очень сомневаюсь, что из вас какой-то процент хотя бы есть такой. Какой-нибудь средний. А вот писать всякое говно в комментах, это мы запросто. Стыдно должно быть за такое говно. Мне стыдно за вас перед своим коллективом, что вы пишете такое говно. Только представьте себе, что Катюха, вокалистка и творческий лидер группы, которая пишет песни и вообще заставляет всех что-то делать, двигаться, прочитает этот коммент, например. Как ты думаешь, она написала этот текст за 5 секунд? Такая, пойдет. А потом такая, нет, блин. Потом у нас появится барабанщик, который еще блогер ко всему. Он выложит эту песню у себя на канале, и какой-то идиот напишет, что текст говно, музыка норм. Ну вы серьезно? Как вы себе это позволяете вообще? Я играю в этой группе, играю эти песни. И вы себе позволяете это писать. Я бы себе такое не позволила никогда. Вообще интернет, конечно, штука интересная. Просто многие люди себе позволяют то в интернете, что они бы себе никогда не позволили в жизни. Например, прийти к другу в гости и сказать: твой телевизор говно. Или твоя квартира говно. Ну просто задумайтесь хотя бы раз. Обращаюсь к этим недалеким людям, которые пишут всякое дерьмо. Просто задумайтесь перед тем, как вы собрались писать какое-нибудь говно. Просто задумайтесь. Позволили бы себе это высказывание в кругу своих друзей, например, или семьи? Основной прикол этого чехла, то, что он сделан из какой-то ткани. Вот, ну, допустим, у меня до него был чехол, который был сделан из какого-то, знаешь, вот такого материала. Вот здесь он был такой. И, допустим, когда ты уже размахряешь дрова, ты не можешь ни вставить, ни вытащить. Да, вот смотри, ему уже сколько лет. Вот он только-только начал размахряться чуть-чуть, потихонечку. И то Ванька, когда мне его сделал, он, мне кажется, его дал как бы на поюзать. И посмотреть, что с ним будет. То есть палки сюда втыкаются без проблем. Спокойно. То есть, да, здесь стружка тоже остается. Получается, этому чехлу уже, наверное, года 2. Вот. Но ты представь вот в такую вот обложку, когда вот эта внутрянка обшита, ты вставляешь. То есть ты этот можешь стряхнуть, и все. У тебя здесь ничего нету. А то ты не стряхнешь, оно у тебя тут будет навеки вечный. А вообще, Ванька делает педалборды. Если ты загуглишь, ты поймешь, что там он делает охреневшие педалборды и чехлы для них. А сейчас он стал делать гитарные чехлы обалденные, которые называются кофр. Прикинь, такое название. Кофр. Так, целую неделю мне не репать, я решила разобрать свою сумку.
что ли, повалить? Сейчас бардак этот приберу и повалю. Ну чё, хочу сейчас сделать. Я разделся, что-то холодно, блин. Все как надо, короче. Изоленту хотел стереть, сорвать. Сорвал, блин. Так. Ой, блин, задолбался я, короче. Кое-как напялила термоусадку, слишком узкая термоусадка. Потом начал, короче, противотуманку прикручивать, у меня закладная отвалилась, и я ее не нашел. Все, то есть противотуманка сейчас просто там так вот вставлена и очками прикрыта. Ну и палец, конечно, я расхерачил себе, будь здоров. В самом играбельном месте как раз. Сейчас приеду домой, буду кровищу отмывать со всех рук, со всех пальцев. — 27 ноября, девчонки, мальчишки. У меня такой вопрос. Кто-нибудь мне скажет, что это такое? А? Я не заводил никаких страниц. Что это такое? Что это такое? А? Здесь продублированы все видосы, которые я заливал в YouTube. И подписчиков у меня 3200. Это как? Это что это такое? Так, 28 ноября, девчонки и мальчишки. Блин, надо будет ее рожу-то помыть. Едем в ветклинику собаку смотреть. Что-то на жопе ездит, короче. У всех собак есть железы на жопе. Но они со временем начинают елозить на жопе. Надо это все чистить. Вот, так что едем. Вчера вышел бложик с первого концерта авторского. Сейчас читаю комменты некоторые. У меня встречались такие люди, знаешь, такие упоротые, просто упоротые. У меня даже в друзьях были такие. Им ничего не говори, они все свое, короче. Вот что ты им не говори, что им не отвечай. Они твой ответ воспринимают как плач из детской люльки. Все, не иначе. Вот сейчас просто отвечаю в комментах. Отвечаю что-то. Мне тут же в ответ срут что-то там, короче. Что-то невнятное. А, играйте, что хотите, там, то да сё. Так, а мы что делаем, по-твоему? Не хотите вот это играть, не надо, играйте вот свое. Так. Блин, о чем речь вообще не могу понять. Ты хочешь, чтобы мы играли то, что ты хочешь? Ну ты нифига себе ферзь козырный. Не снимай, не выкладывай. Знаешь, какая мне идея пришла? Вот этот пластик сюда, вон тот сюда. Как ты на это смотришь? Да, это, конечно, ни о чем возня. То есть, скорее всего, с настройкой будет проблема. Но я задумал следующими пластами на тома покупать с покрытием, короче. И я хочу попробовать, как это будет выглядеть. Что обычному человеку геморрой, блогеру контент.
Так, короче. Что мне сейчас надо сделать? Накинуть пласты на эти барабаны и придумать упражнение на завтра. В общем-то, все. Можно валить отсюда. Короче, хотел тебе сказать, что вот с этим пластом, вот с этим, с напылением, я убрал вот эти две штуки и повесил одну большую сюда. И уже можно было идти не вешать. Сразу все зазвучало. У меня другого нет пластика сюда. Ну тут болтов, конечно, просто хреново гора. Ну, зато лаги здесь и хреневшие. Все. Там пластик такой кривой. Он изначально уже с волнами весь был. Сейчас мы его... Собака уже гонорится, что-то домой хочет. Хочет домой. Сейчас он будет визжать, как сучка резаная. Я вот как за него не сажусь, мне он не нравится. Я не знаю, как я раньше в него играл. Конечно, надо поменять пласты, настроить. Тогда, может быть, все зазвучит, потому что кадушка-то дорого-богато. Классный барабан. Что ты скажешь? Ах ты такая жопа. Ах ты такая сякая. Ах ты такая старушенция глухая. Так, упражнение я нарисовал. Так что завтра приеду уже готовый. Поехали домой. Собаку домой поставим. А то там ее уже заждались. Видите ли. И надо не забыть ей таблетку еще. Глистогонную дать. Мне врач всучил таблетон. Говорит, надо обработку сделать. Что по поводу зубов. Помнишь, я говорила, зубы болят? Да, я стал немножко поменьше драть их зубной щеткой. И они перестали болеть. Такие дела тоже бывает. Ну вот, получается уже 4-й день, как я их спокойно так, в спокойном режиме чищу. И как бы боль прошла, и по новой ничего не болит. А еще помнишь, я штекерочек для противотуманки менял. Так вот, когда я стал прикручивать противотуманку, у меня была на термоклей приклеена гайка. То есть, помнишь, да, летом с одной стороны была, это как ее, закладная, а с другой стороны не было. Я просто гаечку подклеила на термоклей. Так вот она отвалилась. И сейчас противотуманка просто у меня в этом прижата очками так. Вот, теперь надо закладные покупать. А чтобы эту закладную поставить, нужно бампер снимать, прикинь. Вот дурдом. Приехал, только успел супу сожрать.
Звонят, говорит, приезжай, плати за электричество. Помехи какие-то пошли. Поехали платить. Получается, коммуналку не платил уже, наверное, месяца 4. Потому что, я не знаю почему, раньше они же квиточки присылали, выставляли. Потом перестали это делать. Я доставал начальника, говорю, куда платить? Он говорит, пока никуда. И вот так прошло 4 месяца. Я его каждый месяц пинал. И вот наконец-то настало то время. Ну, едем платить пока что за октябрь. Ну все, оплачено. Рейка стучит. Последние стуки издает. Скоро-скоро тебе придет кирдык. Будешь валяться на свалке. Вот. Я опять на мойке, прикинь. Я в прошлый раз не домыл. Точнее, я домыл, но я не заметил, что я не домыл. Я, получается, приехал на базу и увидел места, которые недомытые. Да и после этого еще грязи накидал себе на крыло. По грязи проехал где-то. Да просто я люблю мыть свою машину. Отстаньте, блин. Вы чё, блин? Выложил фотки в группу ВКонтакте свою. Чё ты так часто моешь машину? Что у тебя за колеса? Может, тебе их поменять? Идите нахер. Вы чё, блин? Никогда не мог понять вообще, какая тебе нахер разница, блин? Сколько кто-то там моет свою машину? Вообще не могу понять вообще. Какая вам разница? Ну что, приперся я домой. Буду скидывать файлы на комп и монтировать вложек. Спасибо за просмотр. И пока-пока. Тебя люблю. Я уже не